Всем привет! В этом видео мы рассмотрим, как можно увеличить добычу ресурсов с шахт ресурсов, то есть добывать больше, чем находится в шахте. И как увеличить скорость сбора этих самых ресурсов. В первую очередь, конечно, обратимся к Академии. Это вкладка повышения. Здесь мы видим исследования, которые увеличивают скорость сбора определенного ресурса. Например, древесины или еды. Это нам поможет значительно. Это производство позволит нам значительно увеличить скорость сбора ресурсов из шахт за пределами города. Также у нас есть талант монарха, который позволяет нам получить дополнительные ресурсы от сбора. Также у нас есть кристаллы монарха, которые позволяют увеличить скорость сбора того или иного ресурса. Держать их все время активно не обязательно. Вам достаточно активировать его и подождать, пока войска зайдут в шахту для сбора. Потом вы можете поменять кристалл. Значит, также у нас есть сокровище цивилизации, которое увеличивает если мы держим активным яйцо в бирже, у нас увеличивает скорость сбора плюс 20%. Это у нас сейчас уровень 3. Уровень 3. На следующем уровне будет 35%. Так, оно у нас сейчас активно. Также у нас есть сокровище искусств. Да, Мона Лиза. У меня Мона Лиза 2-го уровня. Поэтому тут увеличение скорости сбора 12%. И также дополнительные ресурсы от сбора 12%. В следующем уровне будет больше. Также у нас есть функция цивилизации, по-моему, если мне память не изменяет. Нет, тут скорость сбора гемов. Да, и производство. Производство ресурсов — это немножко не то. Также у нас есть заклинание города. Баф, который увеличивает скорость сбора всех ресурсов плюс 50%. Это 24-часовой баф. Есть также 8-часовой баф. Это у нас пошлина дает скорость производства. Также у нас есть подчиненные города. Я использую Корею, потому что она дает дополнительные ресурсы от сбора плюс 15%. У меня 3 эпических и базовый город Корея фиолетовый подчиненный. Это очень большой плюс. То есть, если вы собираете шахту 4 миллиона, и у вас дополнительный бонус от сбора 10%, то на выходе вы получите 4 миллиона 400 тысяч ресурсов. Если у вас будет 100%, то, собирая шахту
4 миллиона, вы получите на выходе 8 миллионов. И это вполне реально. Это вполне реально. Также у нас есть вещи, которые позволяют нам увеличить скорость сбора ресурсов. Это какие-то вот базовые наборы начальные, которые увеличивают скорость сбора. Мы рассмотрим самый прибыльный набор короля. Здесь мы видим, что шлем бесстрашный, шлем короля бесстрашный дает скорость сбора еды плюс 15%. Это базовый, то есть без звездочек. Если вы еще улучшите, он будет немножко больше давать. Ну и также шлем короля мужественный дает скорость сбора руды. Доспех нам дает скорость сбора древесины, бесстрашный. Также скорость сбора еды. Поножи дают скорость сбора камня, бесстрашные поножи. Поножи короля мужественный дают скорость сбора древесины. Сапоги короля бесстрашный, скорость сбора руды. Сапоги короля мужественный, скорость сбора камня. Кольцо нам не дает скорость сбора. Нам дает увеличенную скорость производства золота почти в городе и удваивает объем предметов, а также опыт с монстров. У нас больше подходит для генералов подчиненного города. И оружие. Также оружие дает увеличение скорости сбора, увеличивает. Скорость сбора руды, скорость сбора еды, скорость сбора камня, скорость сбора древесины. То есть, собрав несколько вещей короля, можно также улучшить скорость сбора. Что еще у нас увеличивает скорость сбора? Скорость сбора у нас также увеличивают генералы. У нас есть неплохой генерал Констанция. Это для ранней игры, то есть, когда вы только начали играть, она будет очень полезна. Насколько я помню, одну можно получить бесплатно, или несколько. И если память не изменяет, можно собрать ее в реликвии. Констанция у нас после сбора ресурсов приносит обратно 20% дополнительных ресурсов из залежи на карте мира. То есть своего рода такой кэшбэк. После того, как вы закончили собирать шахту, у вас генерал вернулся в город, то в отчете вы видите, что у вас помимо собранных, допустим, 4 миллионов ресурсов, вы получили бонус от генерала еще 800 тысяч ресурсов кэшбэка. Так, также у него специальность увеличивает скорость сбора. Ну, это у нас фиолетовый генерал. Невольно-то пользуется популярностью. Также у нас есть Симадзу Исихиро, который после сбора пищи приносит обратно 30% дополнительных ресурсов с ферм. И увеличит скорость сбора на 10% также. Что у нас есть еще? Еще у нас так, вот здесь, по-моему, еще кто-то был. Да. Это принцесса Люси, которую можно выиграть на рулетке бесплатно. У меня таких уже 5. Увеличивает она скорость сбора ресурсов на 15%. Очень хорошо подойдет в помощники.
Также у нее специальность увеличения скорости сбора. Да, и я забыл еще упомянуть Гаймари, который увеличивает скорость сбора руды на 30%, скорость сбора древесины и камня на 15%. Залежи на карте мира. Это у нас узконаправленный, скажем так, генерал. Тоже можно где-то собрать бесплатно в каком-то событии. Но основной разговор у нас пойдет о королеве Чиндок. Я так сказал, это королева сбора ресурсов с очень большим кэшбэком. Основной навык после сбора ресурсов приносит назад дополнительные ресурсы 40%. Если Констанция приносит 20, королева Чиндок приносит 40. Залежи ресурсов на карте мира и дополнительные 20% залежи ресурсов Альянса. Это очень-очень хорошо. Также у нее специальность скорость сбора. Увеличение. Есть четвертая специальность дополнительные ресурсы от сбора плюс 20%. Но это уже для тех, кому не жалко потратить очень много рунных камней. Я бы этого делать точно не стал. И у нас есть дополнительные звезды на королеву Чиндок. Это 6-я звезда увеличивает скорость сбора ресурсов. Поклажа войск, скорость марша. Максимум войск на марше, скорость сбора ресурсов. Скорость марша, скорость сбора ресурсов плюс 15, поклажа войска. Неплохо. Но я думаю, что больше одной звезды, 6-й звезды, я не поставлю на этого генерала. То есть это, на мой взгляд, бессмысленно тратить драгоценную кровь Ареса, которую очень тяжело достать, чтобы поставить ей дополнительных 5 звезд. Это очень дорого и, на мой взгляд, нецелесообразно. Королева Чиндок. Очень хороший генерал. Он, к сожалению, не бесплатный. Бесплатно вы можете ее получить, если мне память не изменяет, с эпическим подчиненным городом. Когда вы захватите эпически подчиненный город, никому не принадлежавший ранее, вам бесплатно дадут королеву Чиндок. Но также ее можно нанять в таверне. То есть, если вы немножечко пообновляете, то к вам придет успех, и вы получите королеву Чиндок. Получить ее надо обязательно, и точнее купить. Вот, к примеру, Роберт Брюс выпал. Ну, мне он не нужен. У меня уже 5 генералов Чиндок. Я думаю, что я приобрету еще 6-ю, когда нападет. Это только для сбора. Ну и, соответственно, на каждого генерала я планирую поставить еще по 6-й звезде, поэтому нужно будет еще 6 таких генералов. Это будет не быстро, но это будет иметь определенный хороший эффект. Также мы можем улучшить вещи атрибутами. Так, сейчас я выйду отсюда. Улучшить вещи атрибутами. Вещи короля, которые нам дадут увеличение скорости сбора. Это мой первый основной генерал Чиндок, который уже
одет в сет короля. Все вещи по 5 звезд. Скорость сбора древесины плюс 50%. И вот этот сет у меня ориентирован на сбор древесины. То есть максимально возможное количество вещей у меня изготовлены на сбор древесины. Также у нас скорость сбора добавляют книги навыков. Навык сбора еды, я думаю, ставить нецелесообразно, потому что, еду, в принципе, собирать с шахт, я думаю, необходимо только для каких-то событий сбора, когда нужно собрать еду. Потому что, как мы знаем, еду у нас потребляют воины. Чем их больше, тем они больше потребляют. И насколько я знаю, сделать так, чтобы они не потребляли еду, не получится. Если, к примеру, только уволить всех воинов, распустить, тогда неким будет собирать. Ну да ладно. В начальных стадиях я не помню, сколько лимит защищен от поедания воинами еды. Но у меня сейчас на моем уровне с генералом Шаджар Аль-Дур на стене 430 миллионов, по-моему, защищено. То есть, до этого количества можно набрать еду. Вот, поэтому мы вернемся в Чиндок. Значит, навыки сбора еды я не ставлю. У меня тут камень, руда и древесина. Также у меня немножко прокачана специальность. Прокачана она до гроссмейстера. Это, если я правильно посчитал, 4700 рун для атрибута. Это добавляет нам скорость сбора еще 6%. Можно, конечно, если очень сильно хочется, добавить еще 4% скорости сбора, прокачать себя до конца, но я думаю, что я этого тоже делать не буду. Потому что 8000 камней, 8000 рун потратить на то, чтобы у тебя увеличилась скорость сбора еще на 4%, мне кажется, это нецелесообразно. Вот, также у нас 32 уровень. Базовые атрибуты генерала также увеличивают скорость сбора ресурсов. Политика увеличивает скорость сбора ресурсов, поэтому нам необходимо ее максимизировать. В бонус максимизировать. То есть тут не обязательно улучшать все атрибуты, можно увеличить только политику, и, скажем, лидерство. Потому что лидерство добавляет скорость марша. Такой небольшой бонус, чтобы она быстрее доходила до шахты. Улучшить до 5 звезд. И посмотрим на атрибуты снаряжения. Здесь я буду делать тоже скорость сбора древесины. Я думаю, я сделаю одного генерала целенаправленно на сбор древесины. Можно сделать универсальных, то есть не акцентировать, не делать акцент на сборе, допустим, одного конкретного ресурса. Можно сделать сбалансированным, чтобы она, чтобы меньше, скажем, меньше путаться, меньше запоминать, какой генерал у вас какой ресурс собирает. Можно сделать универсальным, и тогда он будет, возможно, чуть дольше он будет добывать, но это избавит вас от излишних хлопот.
Здесь у нас атрибуты, возможно, у нас 3 вещи идет с атрибутом на скорость сбора. Здесь вот мне повезло, скорость сбора древесины. У меня 2 атрибута стоят максимально 14,9, которые смог поймать. Максимально 15, по-моему, для вещей короля. Вот. И 3 вещи мы можем заатрибутить на скорость сбора. А 3 вещи у нас пойдет на поклажу воинов. То есть это будет влиять на количество воинов, которые пойдут у вас собирать ресурсы в шахту. Я думаю, это не обязательное условие для сбора. Мы акцентируем внимание на том, чтобы увеличить скорость сбора и количество сбора ресурсов. Итак, вроде бы я ничего не забыл. Кристалл у нас стоит на скорость сбора древесины. Сейчас у нас бедные дни. Можно назвать их бомж-дни, потому что у нас нет событий, увеличенное количество ресурсов в шахтах. То есть сейчас у нас базовое количество ресурсов в 15 шахте. В шахте 15 уровня 4 миллиона 200 тысяч. Здесь у нас королева Чиндок, которая одета в сет короля с атрибутами, с установленными навыками и специальность прокачанная, скорость сбора. Также у нас здесь принцесса Люси 25 уровня, которая... Здесь я, кстати, поставил скорость сбора пищи как дополнительно, если вдруг я буду собирать еду. И поклажу пехоты, так как пехота у нас идет вторая по эффективности сбора. То есть нужно не очень много воинов. Также у нас увеличить скорость сбора ресурсов. Также у нее есть специальность, которую я тоже немножко прокачал на скорость сбора. Итак, здесь мы видим, что у нас идут воины Тейгути, то есть 14-е пехотинцы в составе 20 тысяч, чтобы собрать 4 миллиона 200 тысяч ресурсов. И для этого им потребуется, здесь мы видим время сбора в левом нижнем углу, там где у нас часики сочные, потребуется 1 час 26 минут 23 секунды, чтобы собрать 4 миллиона 200 тысяч древесины. И это у нас, да, кристалл стоит тот. На сегодняшний день, то есть с таким развитием генерала в одежде короля, с атрибутами, с принцессой Люси, мы с прокачанной академией соберем эту шахту за 1 час 26 минут. То есть это можно делать до 10 шахт, скажем, да, к примеру. То есть это уже 42 миллиона ресурсов. Примерно за 12 часов. Вот. Но есть еще один момент. Кстати, давайте посмотрим, сколько займет времени, если у нас будет собирать это другой генерал. Так, вот у меня где-то тут... ну вот, допустим, вот королева Чиндок 1 уровня. Чуть-чуть я тут прокачал. Ну, скажем, она так вот базовая. Мы ее выберем 1 уровня, и она у нас...
будет собирать это 2 часа 50 минут, эту шахту. Вот. Но если мы ее прокачаем, даже без одежды, без... Вот, 32 уровень тоже. Без одежды, без специальностей, без принцессы Люси. С книгами навыков. Это у нас займет 1 час 57 минут. То есть уже неплохо. Уже неплохо. Давайте посмотрим отчет. Как раз у нас здесь вот 15-я ферма. Ферму мы собирали, то есть мы еду собирала королева Чиндок. И это в бедные дни, в бомж-дни, когда 15-я шахта, ферма, неважно, содержит 4 миллиона 200 тысяч ресурсов. И здесь мы видим, что у нас собрано 7 миллионов 900 тысяч ресурсов из шахты, которая содержит 4 миллиона 200 тысяч ресурсов. То есть увеличенный сбор дополнительный у нас идет от подчиненных городов Кореи, от выставочного зала, от таланта монарха. И все вот эти вот проценты, они складываются, и у нас в итоге... Это, кстати, я, по-моему... Да, я посчитал. У меня сейчас получается плюс 89%, по-моему. На сегодняшний день мы имеем... Да, 89% плюсом к дополнительному сбору. И также мы видим, что у нас есть дополнительная прибыль, которая идет после сбора шахты. То есть после того, как вы ее уже собрали, у вас генерал вернулся в замок, он принес с собой кэшбэк, скажем так, еще. Кэшбэк, да. Вы получили еще кэшбэк за сбор от королевы, сбора ресурсов от королевы Чиндок. Это 1,7 миллиона. То есть с шахты 4 миллиона 200 тысяч получили еще 40% дополнительно. И если сложить, то у нас получается 8 миллионов 600 тысяч. 8 миллионов 600 тысяч. И это на сейчас. На сейчас. На моем топовом генерале, который одет в сет короля. Это занимает всего 1 час 26 минут. То есть 8 миллионов 600 тысяч ресурсов мы получаем за 1 час 26 минут. Если каждые 1,5 часа я буду отправлять, собирать ресурсы, ну, периодически, там, заходя в игру, да, все же мы понимаем, что у нас есть другие дела, то за 12 часов, то есть мы где-то на 10 умножим, мы сможем собрать в день 86 миллионов ресурсов с шахты, с кэшбэком. Можно даже, в принципе, и 100 миллионов собрать. Вот, но можно также увеличить это количество. То есть вы можете... Вот у меня 4 подчиненных города Кореи, которые в сумме... 3 эпических, 1 фиолетовый, которые в сумме дают 57%. 57%, да, фиолетовый 12 дает, а эпический дает 15. 57% дополнительной прибыли с шахт. Если прям
очень сильно задаться целью собирать ресурсы, можно взять 9 подчиненных городов Кореи, собрать эпический. Может быть, это будет на Альт город. И 9 эпических Кореи, то есть 9 умножить на 15, это получается 135% дополнительной прибыли. Помимо того, что нам еще добавляет выставочный зал, талант монархов. То есть это очень-очень-очень высокий показатель сбора в день. Вы можете добывать больше 100 миллионов ресурсов одного вида ресурса в день. И это только с одним генералом Чиндок. То есть, если, соответственно, у вас будет 5 генералов, и вы будете одновременно добывать с 5 шахт, то это может быть, я думаю, до 500 миллионов ресурсов в день. Также, если вы будете собирать шахту Альянса, например, у меня вот с изученной академией и королева Чиндок плюс скорость кристалл монарха, скорость сбора руды. Да, это будет также топовый генерал Люси и топовый генерал королевы Чиндок, который у меня есть. Отправив туда максимальное количество воинов. То есть у меня вот марш вмещает 1 448 250. Только мы отправим вот воинов и катапульты. А лучше отправлять катапульты. То за 5 дней беспрерывного сбора будет собрано 368 миллионов. Также не забываем про кэшбэк. Если сравнивать с обычными шахтами, которые мы, ну, как вот можно собирать 15 шахты при хорошо одетый чиндок, это, конечно, дольше. Немного дольше займет время. Но здесь сбор идет беспрерывный. То есть, когда вы даже спите, у вас продолжают они собирать. Они у вас никуда не уйдут через 1,5 часа. Когда у нас будет событие увеличенных ресурсов в шахте, то есть когда будет шахта, 15-я шахта содержать 8 миллионов 400 тысяч ресурсов, мы получается, у нас занимает сейчас 1 час 26 минут, то будет занимать 2 часа 52 минуты. То есть за 3 часа мы с одной шахты сможем выносить вместо 8 миллионов 400 до 20 миллионов ресурсов. Возможно, даже чуть-чуть больше. То есть это такой теоретический расчет. Немножко размытый. Но я вот, к сожалению, удалил отчет. Если мне память не изменяет, с удвоенной шахты, то есть которая с 15 шахты, которая изначально содержит 8 миллионов 400 тысяч ресурсов. Королева Чиндок у меня выносила с 4 Кореями выносила 17 миллионов там с копейками. 17 миллионов с копейками ресурсов. И это за 2 часа 52 минуты. Это очень-очень хороший сбор. Очень быстрый. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.